Привет, друзья, с вами Лада. Активно начинаем готовиться к Новому году. Совсем недавно плели елочные игрушки. Обязательно ссылки оставляю на видео в описании. Ну а в этом видео я покажу, как сплести вот такую милую корзинку-мышку из газетных трубочек. Так что, если вам эта тема интересна, то присоединяйтесь к процессу. И плести эту милую корзиночку я буду из газетных или бумажных трубочек. Их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги, крашу и специальным образом их обрабатываю. В описании под видео я подробно написала, как я их покрасила, и также оставила ссылку на то видео, где подробно показала, как я их обработала. Ну и так как у нас корзина круглая, то я начинаю плетение с круглого дна. Здесь я взяла 8 трубочек, разделила на 2, выложила крест-накрест по 4 трубочки и начинаю всю эту конструкцию оплетать двумя рабочими трубочками. Плету я веревочкой в 2 трубочки. Первый ряд я плела по 4 трубочки, а уже на втором ряду я эти 4 трубочки разделяю по 2 трубочки и оплетаю по 2. Таким образом, по 2 трубочки я оплела 3 ряда, и следующий ряд я разделяю 2 трубочки по одной, оплетаю по одной. Это у меня получается 5-й ряд. В общей сложности проплела 9 рядов. Сейчас я переворачиваю плетение, то есть лицевая сторона у меня будет смотреть вниз, а на меня изнаночная сторона смотрит. И немного разминаю стойки у основания, приподнимая их, чтобы уже начать плести стенки. Эта корзиночка будет в виде пузатика, поэтому схема такая же, как и при плетении других пузатиков. Я показывала раньше в своих видео, как я плету пузатики. Здесь схема точно такая же, принцип такой же. То есть я приподнимаю сначала стойки где-то на 30 градусов, их очень аккуратно оплетаю. При плетении последующих рядов принцип сохраняется, то есть стойки медленно поднимаются, градус увеличивается и плетение немного расширяется. Здесь я плету не по форме, но чтобы как-то зафиксировать плетеное изделие, я ставлю внутрь грузик и плету уже с ним, очень легко и удобно. В этом кадре я показываю, что у меня получается на данном этапе вид сбоку, чтобы вам удобнее было ориентироваться. Так как плетение у меня шло на небольшое расширение, то именно сейчас, когда я уже поняла, что хватит, я начинаю плести, не расширяя плетение и не сужая его. Так я проплетаю где-то ряда 2. А вот уже при плетении последующих рядов я плетение постепенно начинаю сужать.
По ходу дела я наращиваю стойки, наращиваю их точно таким же образом, как и рабочие трубочки. Кстати, у меня выходило на канале видео по наращиванию трубочек, по незаметному наращиванию трубочек. Обязательно посмотрите, кто не смотрел, ссылку оставляю в описании. И я продолжаю плести дальше до тех пор, пока меня не устроит высота этого изделия. Но здесь я могу позволить себе еще немного рядов, и здесь я постепенно каждый последующий ряд сужаю, ну, где-то на 2-3 миллиметра. Сначала, когда вы плетете, этого сужения может быть и не видно на первых порах, но когда вы продолжаете сужать, продолжаете плести, то результат не оставит долго ждать. Как раз таки в этом кадре вы видите, что получается, какая форма вырисовывается. Здесь я понимаю, что хватит мне высоты этой корзиночки, и я заканчиваю плетение, убираю рабочие трубочки, точно так же, как я делаю сейчас всегда. То есть я обрезаю рабочую трубочку и убираю ее вовнутрь перед стойкой. Можно капнуть туда клея ПВА, и тогда вы будете уверены, что у вас ничего не развалится. Сейчас следующий этап, я делаю загибку этой корзиночки. Загибку я показывала в отдельном видео, она получилась довольно-таки интересная. Обязательно ссылку на то видео оставляю в описании и также в верхнем правом углу в подсказках. И сейчас начинается самый ответственный этап в плетении этой корзиночки. Мы с вами начинаем плести голову мышки. Для этого я беру дополнительные трубочки и вставляю их в само плетение корзиночки, таким образом, как на видео. Делаю я это абсолютно на глаз, ну то есть я понимаю, что голова мышки у меня должна быть круглой, и вот эти трубочки должны вставляться у меня по кругу, поэтому приблизительно я присматриваю эти места и уже вставляю в них трубочки. Здесь у меня получилось, что я вставила 5 дополнительных трубочек в саму плетеную заготовку корзины. Ну и, соответственно, у меня получилось 10 стоек, которые я сейчас начинаю оплетать веревочкой в 2 трубочки. Здесь расстояние между стойками получилось немного большеватым. Сначала я подумала, что будет неудобно это все дело оплетать, а потом же плетение у нас сужается, поэтому ничего страшного. И вот так постепенно я начинаю оплетать эти добавочные трубочки стойки, постепенно сужая само плетение, но не очень резко, иначе голова может казаться приплюснутой. Вообще в плетении таких изделий становится такая ситуация, когда вы плетете и поначалу вообще ничего не понятно, что же получается и что же получится в конце. В этом случае я советую вам сделать следующее. Когда вы плетете, просто прекратите плести, отойдите где-то на метр и посмотрите на это изделие
немного на расстоянии, и тогда будет вырисовываться картина, тогда вы увидите, в какое направление вам двигаться. Ну и в этом кадре вы видите, что плетение уже у меня сужается очень хорошо. И сейчас я показываю, что с нижней части головы должно быть небольшое приподнятие плетения, то есть носик мышки в конечном итоге должен смотреть все-таки немного вверх. И что для этого я делаю? Я приподнимаю плетение при помощи укороченных рядов. Опять они нас спасают. То есть, как плести укороченные ряды? Все просто. Вы плетете рабочими трубочками до определенного момента и далее разворачиваете рабочие трубочки в обратную сторону. И потом уже, когда вы проплетете до определенного опять же момента, вы рабочие трубочки снова разворачиваете в другую сторону и плетете уже по кругу. Единственное, в этом месте, в плетении укороченных рядов, вы должны понимать, где именно вам нужно разворачивать рабочие трубочки и где именно должно заканчиваться вот это приподнятие плетения. Как и в плетении подобных вещичек, здесь принцип один и тот же. Мы плетем постепенно, сужая плетение, и уже когда расстояние между стойками становится невыносимо маленьким, то мы с вами группируем вот эти стойки по 2 и оплетаем уже по 2. А потом на каком-то этапе, когда уже тоже невыносимо становится плести, 2 стойки достаточно такие толстые получаются, мы обрезаем лишнюю стойку в каждой группе стоек и плетем уже по одной. А в конце, где у меня плетение очень сильно заужается, уже невозможно даже плести одной трубочкой, я делаю простые витки вокруг стоек и обрезаю все это дело. Носик мышки, голова мышки получилось. Теперь приступаю к ушкам. В видео я не стала показывать, как плетутся ушки, они плетутся очень просто. В основании я
заложила 4 трубочки, то есть 2 на 2 выложила крест-накрест и начала оплетать всю эту конструкцию. В общей сложности проплела 7 рядов. Можно и 6 рядов, смотря какие ушки у вашей мышки вы хотите видеть. Если хотите видеть побольше, то плетите побольше рядов. И вот таким образом вставляю ушки в голову мышки. В этом кадре я лишь показала принцип того, как вставляются ушки в голову, в конструкцию этой мышки-корзинки. Но я не только вставила эти ушки, я вставила их, конечно же, на клей. То есть я внутрь капнула немного клея на стойки и на само ушко и вставила уже эти ушки в саму конструкцию, чтобы все хорошо держалось и было зафиксировано. И вот такая милая корзиночка-мышка у меня получилась. Глазки и носик я сделала из папье-маше и покрасила черной акриловой краской. Обязательно напишите ваше мнение, понравился ли вам такой вариант корзиночки. По-моему, выглядит очень интересно, и такая корзиночка станет отличным подарком на Новый год. Обязательно поделитесь этим видео мастер-классом в соцсетях, возможно, кто-нибудь как раз интересуется этой темой. Также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Я вам желаю легкого плетения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!